Здравствуйте, мои дорогие подписчики и все, кто заглянул на мой канал. Сегодня я расскажу вам, выгодно ли покупать земельные участки под строительство дома и какие есть подводные камни при этом. Землю в Болгарии может купить только гражданин Евросоюза. Но граждане других стран тоже могут это сделать, но только не как физическое лицо, а как юридическое. Будет это немного сложнее и совсем немного дороже. Для этого вам нужно будет зарегистрировать на свое имя фирму в Болгарии и уже на эту фирму покупать землю. Сделать это можно с помощью болгарского адвоката или счетоводителя. Я раньше думала, что этим занимаются только адвокаты и фирмы по недвижимости. А буквально недавно узнала, что некоторые счетоводители тоже этим занимаются. Цена за регистрацию фирмы будет зависеть от ценника того, к кому вы обратитесь. Недавно я услышала цену в 200 лев, то есть 100 евро. Это очень дешево. Но, может, человек, который мне это сказал, просто ошибся и имел в виду не 200 лев, а 200 евро, что тоже недорого. Потому что те цены, что я слышала раньше, доходили до 500 евро. По времени обычно это укладывается в неделю. Сложности здесь могут возникнуть сейчас у россиянина в самом начале. Дело в том, что для регистрации фирмы нужен счет в банке на эту фирму. А россиянам сейчас в большинстве болгарских банков счета не открывают. Но все же есть банки, где можно открыть счет гражданину России. После того, как вы зарегистрируете фирму, вы можете покупать землю. Но надо иметь в виду, что у земли в Болгарии имеется разное предназначение. Есть земли земледельческие, а есть земли для строительства. На земледельческой земле нельзя строить жилой дом. Чтобы использовать этот участок для строительства жилого дома, вам придется переоформить его статус. Не верьте, если вам скажут, что это легко, быстро и недорого. Иногда это вообще невозможно. Цена за такие участки будет, конечно, намного ниже, чем за участок со статусом под строительство жилого дома. И местоположение у таких участков бывает иногда прекрасное. Прямо рядом с морем, например. Но переоформить его, может, вам разрешат лет через 20, а может и нет. Это лотерея. А до этого вы можете на этом участке выращивать овощи, фрукты, разводить скот или сдать его в аренду другим овощеводам. Потому что земледельческая земля может использоваться только для земледелия и скотоводства. И постройки на такой земле могут быть предназначены только для этих целей. Сейчас я покажу один дом. Он находится недалеко от Поморья. Ему примерно 10 лет, но его так до конца и не достроили. Это многоэтажка, но сути это не меняет. Я помню, лет 8 назад видела объявление о продаже квартир в этом доме. Цена была немного ниже рыночной, поэтому я обратила на нее внимание. Дом в то время был примерно в таком же состоянии, что и сейчас. Только вокруг него стояли подъемные краны и еще велись какие-то работы. Потом на несколько лет все замерло. И наоборот, стеклопакетов
на окнах становилось все меньше. А 2 года назад опять появилось объявление о продаже квартир в этом доме. Цена была уже нереально низкая – 6 тысяч за квартиру. Часто проезжая мимо этого дома, я видела, что все эти годы строительство в этом доме не велось. Я думаю, причина того, что дом так и не достроили, именно в том, что статус земли здесь не под строительство. И сменить его застройщики так и не смогли. А следовательно, дом никогда не ведут в эксплуатацию. И продавая квартиры по 6 тысяч, они старались хоть что-то еще получить себе в карман. Насколько я знаю, государство не защищает покупателей от таких нечестных застройщиков. Точно так же и с частными домами. Земельные участки, на которых можно строить дом, должны быть в регуляции, то есть под строительство. В документах на этот участок должно быть указано «урегулирован поземлен имот» УПИ и номер этого УПИ. На таком участке вы можете строить дом своей мечты. Но для этого нужно еще получить разрешение на строительство дома. Для этого сначала вам нужен будет проект дома. Вы не можете сделать проект самостоятельно, даже если вы это умеете. Вам нужно обратиться в проектную организацию в Болгарии. Стоимость их услуг примерно от 25 до 50 евро за квадратный метр. То есть за ваш дом площадью 100 метров только за проект вам придется заплатить около 5000 евро. Вы можете купить у них типовой проект дома. Тогда цена будет примерно наполовину дешевле. А после того, как вы получите проект своего будущего дома, вам нужно будет получить разрешение на строительство. Официально это не очень дорого, обычно дешевле, чем сам проект, но может занять очень много времени. Одному моему знакомому такое разрешение делали больше 2 лет. При том, что он болгарин, и уже поэтому ему должно было быть легче. Но каждый раз, когда я спрашивала у него, как дела с твоим проектом, он ругался и говорил, что все хотят денег, поэтому так медленно. Но в итоге он все же получил разрешение на строительство. Правда, за эти 2 года цена на стройматериалы выросла в 2 раза. Если раньше при строительстве можно было уложиться в сумму в 300 евро за квадратный метр, то сейчас самая минимальная цена за квадратный метр будет больше, чем 500 евро. А крупные строительные фирмы дешевле, чем за 1000, даже вам ничего не сумеют предложить. Еще вам нужно будет заплатить за разрешение на подключение электричества и воды. И здесь, конечно, важно, чтобы водопровод и электричество проходили недалеко от вашего участка. А еще желательно, чтобы была канализация. Но в Болгарии далеко не в каждом селе есть центральная канализация. А в большинстве сел в домах просто делают септичные ямы. Кроме земельных участков в селах и в городах, есть еще земельные участки в вильных зонах. Вильна зона – это дачная зона. То есть там можно построить дачу, по-болгарски виллу. Обычно в таких зонах земля немного дешевле, чем в деревнях. Главное отличие таких мест
это то, что в таком доме вы не сможете оформить регистрацию для получения ВНЖ. Там обычно нет водопровода и, конечно, канализации. Чтобы была вода, вам нужно будет бурить скважину или колодец. Кстати, и для того, и для другого надо тоже получать разрешение. Иначе вас могут потом оштрафовать. К тому же в некоторых вильных зонах зимой иногда отключают электричество, потому что там никто не живет. Хотя я видела много прекрасных домов в таких вильных зонах. Обычно эти места более живописны, чем села, и летом там очень приятно. Но к тому же опасность еще есть и в том, что зимой дома в таких безлюдных местах могут ограбить. И кроме этого, обычно туда не ходит общественный транспорт, там нет магазинов и других благ цивилизации. В общем, получается, что вариантов много, но самый простой и быстрый – это купить участок со старым домом в селе. Цена на такие участки с совсем старыми домами под снос обычно не выше, чем у пустого участка. Но есть здесь много плюсов. Во-первых, вам не нужно будет делать план и брать разрешение на строительство. Вы просто сносите старые постройки и на их месте строите новый дом. Во-вторых, там будет вода и электричество, а иногда еще и канализация. В-третьих, вокруг постоянно будут жить люди, и если это не цыгане, то это очень хорошо. А если старый дом не совсем убитый, то его можно просто реновировать. Это будет еще дешевле и быстрее. В некоторых случаях оставляют только фундамент, но чаще и стены, которые вам на первый взгляд покажутся ужасными, можно оставить, укрепив дом сейсмопоясом и, конечно, сменив крышу. Это будет очень большая экономия и по деньгам, и по времени, хотя за последний год цены выросли не только на стройматериалы, но и на работы. В среднем цена выросла в 2 раза. О стоимости постройки дома в Болгарии и о ремонте я постараюсь рассказать вам в следующем видео. А на сегодня все. Всего доброго. Пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки. Всем пока!